Добрый день, приветствую вас на канале Вязальная шкатулка. Сегодня хочу рассказать, как связать крючком интересный мотив бабушкин квадрат. Он вяжется, как обычный бабушкин квадрат, первые 4 ряда, и потом в 5-6 ряду начинаются небольшие изменения. Посмотрите, между столбиками без накида в 5-6 ряду вяжутся 2 рельефных столбика крест-накрест. Вот такой квадрат с изнаночной стороны выглядит в принципе так же, как и бабушкин квадрат. Схему узора я прикрепляю слева на видео, вы можете посмотреть на схему. Под видео я тоже оставлю ссылку на статью, где будет размещена схема и описание этого мотива. Я вязала мотив из пряжи Yarnard Jeans 4 разных цветов крючком номер 1,7. Сегодня я взяла крючок номер 2 и остатки разной пряжи Yarnard Jeans. Вот такие у меня будут цвета. Центральную часть буду вязать из пряжи молочного цвета. Мотив начинаю вязать с кольца амигуруми. Беру кольцо и вяжу в него 2 воздушные петли. 1, 2. 2 столбика с накидом. 1, 2. 2 воздушные петли. 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. 2 воздушные петли. 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. 2 воздушные петли. 3 столбика с накидом. 1. Нужно потянуть хвостик кольца амигуруми. Соединяем ряд следующим образом. Делаю воздушную петлю, делаю накид, нахожу вот вторую воздушную петлю в начале ряда и провязываю полустолбик с накидом. Раз, и сразу через 2 петли. Так получается первый ряд готов. Теперь я отрезаю пряжу молочного цвета и буду сразу вязать. Беру второй цвет пряжи, присоединяю другую пряжу, вяжу второй ряд. Чем удобна вот эта схема, что не нужно делать никакие переходы, и сразу вязание начинается в нужном месте. Делаю 2 воздушные петли и сразу вяжу 2 столбика с накидом под цепочку из воздушных петель. Вяжу 2 столбика с накидом. 1, 2. Делаю накид под цепочку из следующих 2 воздушных петель. Буду вязать 3 столбика с накидом, 2 воздушные петли, 3 столбика с накидом. 1 столбик, 2, 3, 2 воздушные петли, 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. И такой уголок вяжу под каждую цепочку из 2 воздушных петель. 3 столбика с накидом, 2 воздушные петли. Сейчас я дойду вот до этого места, до конца ряда, и покажу опять, как я соединяю этот ряд. Довязала я 3-й уголок, перехожу к вязанию 4-го. Здесь вяжу 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. 1 воздушную петлю и буду вязать полустолбик с накидом, присоединять его вот сюда во вторую воздушную петлю начала ряда. Значит, вяжу полустолбик с накидом, делаю накид, ввожу крючок в воздушную петлю, вытаскиваю рабочую нить, делаю накид и протягиваю через 2 петли на крючке.
Получается, готов второй ряд. Присоединяю нить третью и вяжу третий и четвертый ряд аналогично. Единственное, вот здесь между тремя столбиками с накидом сюда я тоже буду вязать 3 столбика с накидом. Приступаю к вязанию третьего ряда. 2 воздушные петли, столбик первый с накидом, второй столбик с накидом. В этот промежуток вяжу 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. Сюда в уголок вяжу 3 столбика с накидом, 2 воздушные петли, 3 столбика с накидом. 2 воздушные петли, 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. В промежуток 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. В уголок 3 столбика с накидом, 2 воздушные петли, 3 столбика с накидом. Соединяю ряд точно так же, как и предыдущий, воздушная петля и полустолбик с накидом. Тогда третий и четвертый ряд я сейчас довяжу до конца, покажу, что у меня получилось. В пятом ряду буду вязать столбики без накида и буду подробно уже показывать, куда и сколько столбиков надо связать. Я связала 4 ряда по классической схеме бабушкиного квадрата. Вот посмотрите, что у меня получается. Сейчас начнем вязать столбики без накида. Ряд соединяю, делаю одну воздушную петлю и в первый столбик предыдущего ряда начинаю вязать столбик без накида. Первый столбик. В каждый столбик предыдущего ряда буду вязать столбик без накида 1. Прибавки буду делать только по углам. И заодно можно спрятать хвостики, которые остались от предыдущего ряда. Вяжу обычными столбиками. В углах вместо двух, вот здесь было 2 воздушные петли, и под них свяжем 4 столбика без накида. 1, 2, 3, 4. Дальше в каждый столбик предыдущего ряда по одному столбику без накида. И так вяжем до конца ряда. В каждый столбик предыдущего ряда столбик без накида. В уголке вяжем 4 столбика без накида. Соединяем ряд соединительным столбиком. 2, 3, 4. Дальше 1, 2, 3. Такой квадрат выходит. Сейчас я довяжу до конца ряда, покажу, что у меня получилось. Пятый ряд готов. У меня получилось 64 столбика без накида. Приступаю к вязанию 6-го ряда. Теперь я присоединяю пряжу светлого цвета. У меня это молочный Yarn Jeans. Делаю воздушную петлю и начинаю вязать столбик без накида сразу. 1 столбик, второй столбик, третий столбик. Я провязала 3 столбика без накида. Следующий столбик нужно будет вязать над вот этим столбиком с накидом на ряд ниже, но вместо этого я делаю 2 накида, обвиваю столбик с накидом на 2 ряда ниже, вот сюда, вот этот голубенький, и начинаю вязать в него рельефный столбик. Втягиваю ниточку и протягиваю вот сюда.
Такой получился столбик. Он цепляется за первый голубой столбик с накидом. Дальше отводим столбик в сторону и начинаем вязать обычные столбики без накида, не пропуская петли. 1, 2, 3, 4, 5 столбиков вяжу. Начинаю вязать второй рельефный столбик. Делаю 2 накида, обвиваю синий первый столбик в группе из 3 столбиков и вяжу столбик с 2 накидами рельефный. 1, 2. В следующий столбик предыдущего ряда сразу начинаю вязать столбик без накида. Получается вот такие 2 перекрещенных столбика. Сейчас еще раз покажу, когда дойду до следующего ряда, до следующего перекрещивания. В углу, вот здесь, в углу нашего мотива буду вязать 2 прибавки. Один раз 2 столбика и второй раз 2 столбика свяжу. Дальше без прибавок. 3, 4. После того, как я обвязала угол, я дохожу до первой группы из 3 столбиков с накидом. И на уровне первого столбика коричневого я делаю 2 накида и захватываю последний, вот этот дальний столбик с накидом голубого цвета, 3 столбик. Обвиваю его и вяжу столбик с 2 накидами рельефный. Вот так он перекрещивает опять столбики. Здесь отклоняем его в сторону, находим следующий столбик без накида и вяжем 1, 2, 3, 4, 5. 5 столбиков без накида. Делаю 2 накида, обхватываю первый голубой столбик из этой группы 3 столбиков, обхватываю его крючком и в него вяжу опять столбик с 2 накидами. Получается вот такой еще один перекрест. Опять доходим до угла и делаем здесь 2 прибавки. Один раз 2 столбика с накидом, без накида в 1 петлю, второй раз 2 столбика без накида в 1 петлю. Дальше вяжу по прямой, пока не закончится обвязка угла. Делаю 2 накида, нахожу вот этот, получается 1, 2, на 2 ряда ниже в 3 ряд, обвиваю столбик с накидом и вяжу рельефный столбик с 2 накидами. Отклоняю, ищу следующий столбик, в который вязать столбик без накида. И 1, 2, 3, 4, 5 столбиков связано. Опять делаю 2 накида, нахожу первый голубой столбик с накидом, обвиваю его и вяжу столбик с 2 накидами. 1, 2, 3. Вот такое получается перекрещивание. Опять дохожу до угла. В углу вяжу 2 прибавки. Один раз прибавку, 2 столбика в 1 столбик предыдущего ряда, второй раз прибавку. 3,
4. После прибавки 4 столбика без накида. Делаю 2 накида. Нахожу третий столбик из группы голубых столбиков и в него вяжу столбик с 2 накидами. Один, 2, 3, 4, 5 столбиков между перекрещенными. И делаю еще один перекрест. 1, 2 столбика с накидом. Первый голубой столбик нахожу и обвиваю его крючком, вяжу столбик с 2 накидами. И все, ряд фактически закончен. В углу надо сделать 2 прибавки. 1, 2, первая прибавка, 1, 2, вторая прибавка. И дошли до начала ряда. Вот такой получился перекрест. В следующем ряду нужно обвязать еще раз столбиком без накида и сделать по углам 2 прибавки. Сейчас я это сделаю, покажу, что у меня получилось. Я связала 7-й ряд. Посмотрите, какой квадратик получился. Мне кажется, узор очень интересный. Его можно использовать для вязания пледов, жакетов, детских покрывал. Вот. И подушечки из него получаются очень красивые. Собственно, бабушкин квадрат — это известный мотив, который используют во многих изделиях. Под видео я оставлю ссылку на статью, в которой собрано очень-очень много вариантов женских и детских изделий, связанных из мотивов бабушкин квадрат. Большая-большая подборка с разными схемами. Вы можете посмотреть, какие варианты можно сделать из бабушкиного квадрата. А я надеюсь, вам понравился видеоурок. Узор простой, при этом очень интересный. Вяжите вместе со мной, подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии, ставьте лайки. Я буду очень рада новым подписчикам. Я прощаюсь с вами. Всего хорошего. Пока-пока.